Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам о том, о чем не расскажут даже в учебниках радиофизики. Перед вами обычные шайбы, или все-таки не совсем. В руках у меня ключ к сигналу, который скрывают с 70-х годов. А вот и магниты. Не просто магниты, а как бы сказал бы любой инженер на пенсии, этим можно ловить даже мысли соседа. Сегодня мы с вами вскроем эфир на атомы. А это наш магистральный канал связи с космосом. Коаксиальный кабель, проверенным временем. В нем нет Wi-Fi, но есть честная медь и контакт с природой. Отмеряет 25 сантиметров, ни больше, ни меньше. Почему именно столько? Потому что на этой длине сигнал начинает уважать своего хозяина. Отметка есть, как на чертежах в секретных лабораториях. Главное не ошибиться ни на миллиметр, иначе поймаешь не телевизор, а воспоминания соседа о молодости. Аккуратно снимаю внешнюю изоляцию с 25 сантиметров, этот этап не терпит спешки. Каждое движение как операция на открытом сигнале. Нужно снять ровно, без надрезов жил. Если поранишь оплетку, она потом обидится и сигналом мстить будет. Вот эта оболочка, она как шапка-невидимка, прячущая от мира самый честный кусок меди. Сейчас мы ее снимем, и эфир начнет дышать свободно. Главное помнить, все, что делается с терпением, ловит сигнал лучше, чем с гневом. Теперь добираемся до самого сердца кабеля, центрального проводника. Нужно аккуратно прорезать оплетку и внутреннюю изоляцию, чтобы он остался один, чистый, медный, готовый к приему эфира. Это как обнажить антенную душу. Удаляю все лишнее, только проводник и никакой шелухи. Тут главное не порезать лишнего, иначе антенна будет ловить только сигналы из параллельной вселенной. И вот он, 25 сантиметров чистого намерения. Не просто провод, а направленная энергия, которая будет собирать все, что летает в воздухе. Теперь подготавливаем начало антенны. Зачищаю еще 1,5 сантиметра от начального центрального проводника. Это нужно для того, чтобы наш коннектор не просто держался, а жил с ним в гармонии. Продеваю его через весь проводник, чтобы у сигнала был прямой путь без пробок. Не зря же говорят, если контакт плотный, то и картинка будет бодрая. Многие на этом этапе косячат, оставляя люфт, а потом удивляются, почему вместо фильма помехи и снег. А мы не такие, мы делаем надежно, чтоб подключил и забыл. Вот так и создается антенна, которой не стыдно похвастаться даже на приеме у главного инженера телевышки. А теперь собираем нашу сигнальную конструкцию. Шайба, магнит,
Шайба магнит. Эти шайбы, конечно, непростые. Говорят, с таким металлом даже тракторы лучше ехали. Эти шайбы, между прочим, не из простых. Ходят слухи, что такие ставили в советских дизелях. А по форме и весу, возможно, их разработали для замены спутниковых тарелок в случае апокалипсиса. Приступаем к точечной фиксации конструкции. Берем капельку суперклея и начинаем собирать все по слоям, четко и последовательно. Шайба магнит, шайба и ни шагу в сторону. Можно было обойтись и без клея, если бы магниты были чуть сильнее, но в нашем случае мы выбираем надежность. Промах на этом этапе и антенна расползется, а нам нужно, чтобы она стояла как памятник эфирной инженерии. Главное не залить клеем все подряд, иначе сигнал потом будет идти через суперклей, а не по меди. А это уже совсем другая наука. Клеим аккуратно, не переливаем. Если зальешь слишком много, потом сигнал будет ловиться из загробного мира. А если мало, конструкция разъедется и эфир убежит. Вот тут важен каждый миллиметр. Магниты должны быть идеально выровнены, а шайбы сидеть плотно, как старый друг в кресле у телевизора. Некоторые используют сильные магниты и все собирается без клея, но мы не ищем легких путей, мы делаем, чтобы работало даже во время магнитной бури. Слои собираются в жесткую сигнальную кассету. Когда все будет готово, получишь как будто спутниковый модуль, только собранный в гараже с душой. В такие моменты я всегда говорю, лучше склеить сигнальный тракт, чем чинить потом настроение. Видите, как все сходится, даже шайбы будто знают, что становятся частью великой миссии. Если бы я собрал это в детстве, у меня бы телевизор показывал даже по выключенному тюнеру. И вот, последняя шайбочка на месте. Наша конструкция выдержит не только эфир, но и обсуждение в комментариях. На этом этапе важно не чихнуть. Один вдох, и вся конструкция улетела в параллельную реальность. Теперь наша антенная сборка готова, и аккуратно насаживаем ее на центральный проводник, как украшение на царский посох. Все должно быть точно, шайбы должны лечь на коннектор, как будто родились вместе с ним. Никакого люфта, никакой болтанки. В эфире не уважают неуверенность. Готово, конструкция сидит плотно, теперь она не просто принимает, она дышит эфиром. А теперь внимание к деталям. Берем рулетку и отмеряем ровно 2 см от края нашей сигнальной матрицы. Не 1,9, не 2,1, ровно 2, потому что в антенном деле каждый миллиметр как пиксель в телевизоре. Берем маркер, не просто канцелярскую палочку, а эталон окружности для антенны. И начинаем закручивать спираль аккуратно, виток за витком. Это не просто форма, это наука, основанная на десятках экспериментов. Спираль должна быть плавной, без заломов. Каждый оборот усиливает сигнал, как пружина напряжения. Отмеренные 2 см это точка старта. Дальше только вверх, к ловле самых сильных волн. Теперь берем плоскогубцы, инструмент, с которым каждая антенна встанет по стойке смирно.
Осторожно подгибаем витки, выравнивая спираль в направлении сигнала. Это как настраивать рояль, только вместо музыки эфир. Кончик должен смотреть четко вперед, как будто антенна сама ищет, где передают новости. И вот, у нас не просто провод, а волноуловитель, готовый к великому приему. Переходим на другой конец нашего сигнального копья. Здесь тоже наука точности, зачищаем аккуратно, чтобы сохранить структуру кабеля и не повредить жилу. Оплетку немного отгибаем, чтобы она не мешала, но в то же время участвовала в общем процессе. Как помощник, скромно, но по делу. Центральную жилу освобождаем от изоляции, как старую истину от домыслов. Теперь надеваем F-коннектор. Он должен садиться туго, с легким усилием, чтобы потом не соскочил в самый ответственный момент. Проворачиваем, поджимаем, при необходимости подправляем плоскогубцами, чтобы все сидело как влитое. И вот он, финальный штрих на кабеле. Г-образный разъем. Он не просто удобен, он защищает кабель от перегибов и бережет наш труд. И вот, достаю наш тюнер, аппарат, без которого вся магия осталась бы невидимой. Подключаю питание в розетку. Пошел ток, пошла жизнь. Загорается интерфейс, а значит мы на правильном пути. Настоящая антенна требует уверенной опоры. Ставлю подставку не для красоты, а для эффективности. Подключаю HDMI кабель к тюнеру, мост между нашей антенной и цифровым миром. Ну что ж, момент истины, берем нашу антенну и подключаем к тюнеру. Все, с этого момента она в деле. Внимание на экран! И вот оно, пошло изображение. Каналы появляются один за другим, как будто антенна вспомнила все частоты своего детства. Ни усилителей, ни фабричных плат, только старые шайбы, немного кабеля и капля энтузиазма. Это не просто прием сигнала, это маленькая победа над системой. А если ты хочешь видеть больше таких проектов, подписывайся на канал, ставь лайк и обязательно делись этим видео с тем, кто до сих пор платит за антенны. А если тебе понравился этот проект, то поверь, впереди будет еще жарче. У меня в планах есть то, что даже инженеры с 30-летним стажем не сразу поймут, и ты это точно не захочешь пропустить. Подпишись на канал, оцени это видео и заглядывай чаще, здесь всегда найдется что-то, что удивит. Спасибо тебе, мой дорогой друг, за просмотр. До скорых встреч!